Правда ли, что Чонгук не осознает, что все глаза мира все еще устремлены на него? Что именно сделал Тэхён в тот момент, который оставил весь фандом без слов? Эти неожиданные моменты, запечатленные на камеру, стали горячей темой по всему миру. Посмотрите до конца и напишите свое мнение. Совпадение это или что-то намеренно спланированное? Вы когда-нибудь представляли себе, что происходит за кулисами, когда камера внезапно останавливается? Представьте себе Чонгука, лицо BTS, икону поколения, кумира миллионов, не осознающего, что каждое его движение, каждый вздох все еще записывается. Камера должна была остановиться, шоу должно было закончиться, но за медленно меркнущим светом произошло нечто такое, что заставило даже съемочную группу в зале молча переглянуться. Этот момент стал главной темой в социальных сетях по всему миру. Тот вечер казался обычным для поклонников BTS. Чонгук только что закончил эксклюзивное интервью после запуска своего международного проекта. Все было профессионально, четко организовано и пронизано фирменным обаянием Чонгука, теплой улыбкой, вежливым смешком и легкими жестами, которые все присутствующие чувствовали себя ценимыми. Однако после того, как интервью было объявлено оконченным и свет в студии начал гаснуть, часть съемочной группы начала убирать оборудование. Чонгук опустил взгляд, глубоко вздохнув, словно освобождаясь от невидимого груза, который он нес на протяжении всего съемочного процесса. Никто не заметил, что основная камера в углу комнаты все еще ведет запись. Сотрудник, еще не выключивший систему записи, заметил что-то странное. Чонгук не ушел, как обычно. Он сидел молча несколько секунд, а затем уставился в пол. Тишина. Ни музыки, ни звука, только медленное дыхание и беспокойное постукивание пальцев по столу. Кто-то за монитором прошептал: «Он выглядит уставшим, да?» Но прежде чем кто-либо успел ответить, дверь студии внезапно распахнулась. В тот вечер в комнату неожиданно вошла фигура – Ким Тэхён, более известный миру как Ви. Официального расписания, подтверждающего присутствие Тэхёна, не было. Согласно внутренним данным, он все еще был в другом месте, где почти одновременно проходила фотосессия для какого-то международного модного бренда. Но по какой-то причине он появился в повседневной одежде, без макияжа и с непроницаемым выражением лица. Камера все еще работала, хотя никто этого не заметил, даже Тэхён. Он медленно подошел, посмотрел на Чонгука, который все еще сидел, сгорбившись и, не сказав ни слова, закрыл дверь изнутри. Несколько секунд прошло в тишине. Чонгук выглядел удивленным, увидев его, но не сразу заговорил. «Хён», — тихо произнес он. Его голос был хрупким, словно он только что слишком много сдерживал. Тэхён просто смотрел, а затем подошел ближе. Камера, все еще безмолвно снимая, запечатлела каждую деталь, от взглядов до почти нечитаемого движения губ. И именно с этого момента и началась вся дискуссия, когда в сеть просочился фрагмент видео. Внезапно публика лишилась дара речи. Многие подумали, что это монтаж, но через несколько дней несколько видеоаналитиков подтвердили подлинность кадра. Никаких визуальных манипуляций, никаких звуковых срезов. Запечатленный момент был реальным, искренним и неотфильтрованным. Вопрос: что же именно произошло той ночью? Если рассматривать ситуацию в контексте, Чонгук выглядел взволнованным. Он говорил тихо, его голос был еле слышен, но профессиональные читатели по губам позже интерпретировали его слова так: «Я не знаю, что еще делать». Затем Тэхён подошел, коснулся плеча Чонгука и сказал что-то, от чего лицо Чонгука внезапно изменилось от шока до почти слез. «Ты думаешь, я не все знаю?» Таков был предполагаемый перевод с губ Тэхёна. Эта фраза вызвала бесконечные домыслы среди фанатов. Что значило «все»? Говорил ли Тэхён о личных делах, о внутренней напряженности в группе или о чем-то большем, о том, что все это время скрывалось от публики? Никто точно не знает, потому что сразу после этого видео внезапно оборвалось. Слышен был лишь звук быстрых шагов, приближающихся к камере, прежде чем экран погас. Однако тем, кому удалось посмотреть длинную версию слитого видео на закрытых форумах до того, как оно было удалено, отметили, что последующая сцена была куда более шокирующей. В последние секунды Тэхён посмотрел прямо в камеру, прямо в объектив, словно понимая, что все это записывается. Он не был зол, он не был удивлен. Он лишь слабо улыбнулся и сказал что-то вроде «Ты тоже это видел, да?» Затем экран полностью потемнел. Одного этого предложения было достаточно, чтобы встряхнуть весь фандом. «Ты тоже это видел, да?» С кем говорил Тэхён? С Чонгуком? Со съемочной группой? Или с нами, зрителями, которые могли быть когда-то посмотрят это видео?
Эти вопросы вылились в бесконечную бурю обсуждений. Хэштеги вроде «TY-камера» и «John Guk didn't know» мгновенно стали трендами по всему миру в Twitter и Reddit. Некоторые фанаты поверили, что это искренний момент между двумя близкими друзьями, находящимися под давлением, в то время как другие решили, что это часть более масштабного проекта, некое скрытое послание или код, намеренно оставленный для фанатов. Как бы там ни было, одно несомненно, та ночь изменила все. И для них самих, и для того, как мир воспринимает BTS как глобальное культурное явление. Если вы следили за их судьбой с самого начала, то знаете, насколько сложными могут быть отношения между участниками группы за кадром. Они росли вместе с подросткового возраста, проходя через трудности, потери и несправедливую критику со стороны внешнего мира. Чонгук, известный как талантливый перфекционист Макне, часто сдерживал эмоции, в то время как Тэхьон, его загадочной личностью, редко выражал свои трудные чувства. Они как будто полные противоположности, связанные чем-то более глубоким, чем-то, что невозможно выразить словами. Поэтому, когда этих двух поймали на камеру в такой острый момент, мир замер. Поклонники задавались вопросом, неужели это тот самый момент, когда рушится вся эта фальшь? Доказательство того, что за блеском сцены кроются всего лишь два человека, уставшие, уязвимые и настоящие. Эта запись была не просто клипом. Это был фрагмент честности. Редкость в замкнутом, контролируемом мире кей-попа. Непрерывно работающая камера стала безмолвным свидетелем того, что скрывается за идеальной хореографией и улыбками. Человеческой страны, которая может сломаться, усомниться и испугаться. С того дня фанаты начали замечать едва заметные изменения. Динамика отношений Чонгука и Тэхьона изменилась, не отдалилась, а словно что-то между ними осталось неразрешенным. Чонгук появился в прямом эфире несколько дней спустя. Глаза у него были усталые, хотя он, как обычно, улыбался. Он говорил осторожно, говоря, некоторые вещи лучше оставить несказанными. Не из-за секретов, а потому что слова могут заставить их потерять смысл. Для тех, кто не знал, это звучало поэтично, но для тех, кто знал контекст, это было словно косвенное послание. То, что он не мог сказать открыто. Вскоре после этого Тэхьон выложил отрывок старой песни собственного сочинения. Текст гласил: «Я вижу тебя там, где должно быть темно, но свет все равно исходит от тебя». Просто, но глубоко резонансно в контексте. Было ли это посланием молчаливой поддержки или признанием чего-то, что произошло той ночью? Хиба, в свою очередь, выпустили короткое заявление: «Сосредоточьтесь на индивидуальных проектах». Но для публики это прозвучало как попытка утихомирить бурю или скрыть что-то более глубокое. Слухи быстро распространились. Некоторые утверждали, что видели неопубликованные кадры с камеры видеонаблюдения студии, на которых Тэхьон выходит из комнаты с пустым выражением лица, быстро шагая, словно только что стал свидетелем чего-то, чего видеть не должен был. Несколько часов спустя, как сообщается, Чонгук исчез. Ни в общежитии, ни на аэропорту, ни на связи целых 2 дня. 2 дня молчания, когда весь мир гадал, где Чонгук. Суждения пошли в гору. Одни обвиняли Хибы в сокрытии правды, другие говорили, что Чонгук самоизолировался, чтобы успокоиться после личного конфликта. Но имело ли это смысл? Разве слитое видео не показывало взаимопонимание, а не конфликт? Или, может быть, проблема была в этом? Взаимопонимание слишком глубокое, слишком честное для границ индустрии. Позже один из ведущих журналистов индустрии развлечений опубликовал статью под названием «Ночь, когда камера не выключилась. Правду, которую БТС не хотят, чтобы вы видели». В ней он процитировал одного из техников студии, присутствовавших ту ночь. Анонимный источник тихо сказал: «Я никогда не забуду их выражение». Техник сделал долгую паузу, прежде чем продолжить. В их глазах было что-то, чего не было на камере. Это не был гнев, не грусть. Это было что-то более глубокое, похожее на понимание, смешанное со страхом. По словам этого источника, после того, как экран погас, эти двое оставались в комнате еще почти 10 минут. Ни слов, ни движения, лишь тишина, изредка нарушаемая тихим звуком чьего-то тяжелого дыхания, словно сдерживающего слезы.
Когда дверь наконец снова открылась, первым вышел Тэхён. Он никому не сказал ни слова. Он просто кивнул сотруднику съемочной группы, стоявшему у входа, и ушел. Через мгновение вышел и Чунгук, бледный, с отсутствующим взглядом. Он просто прошептал: «Пожалуйста, не показывай это снова». Присутствовавшие там рассказывали, что атмосфера в студии в тот вечер была совершенно не похожей ни на что, что они когда-либо чувствовали. Даже самые опытные сотрудники, работавшие со многими топовыми артистами, говорили, что тишина, повисшая после ухода Чунгука и Тэхёна, была почти удушающей. Никто не осмеливался говорить, никто не осмеливался спрашивать, что только что произошло. На следующее утро отснятый материал был архивирован под названием «Проект Golden Night Session», и доступ к исходному файлу был заблокирован в закрытой дата-базе HIBE. Сообщается, что код открытия был только у 3 человек – режиссера, руководителя отдела безопасности контента и одного исполнительного продюсера. Неделю спустя внутренние жесткие диски студии были полностью заменены. Что они скрывали? На просьбу прокомментировать ситуацию HIBE отвечать не стала, издав лишь короткое сообщение через свой пиар-отдел. Некоторые внутренние материалы были использованы не по назначению и незаконно распространены. Мы просим общественность проявить понимание и терпение. Но общественность не успокоилась. Наоборот, любопытство только разгорелось. Почему Тэхён выглядел таким спокойным, почти понимающим, когда смотрел прямо в объектив? Почему Чунгук исчез на 2 дня после этого? И что имел в виду Тэхён, когда позже написал: «Не все камеры нужно выключать, чтобы увидеть правду». Культурологи начали анализировать каждый кадр этого слитого видео, превращая его в современный миф. Ночь, когда фасад совершенства рухнул, и сквозь него засияла человечность. Они говорили, что это не был скандал, это было откровение. Потому что на этот раз мир увидел не айдолов, не знаменитостей, а 2 души, которые слишком долго несли в себе слишком много. Что бы на самом деле не произошло в той темной студии, это всегда изменило то, как их видят фанаты. Этот момент стал зеркалом, отражающим скрытую цену славы, хрупкость за светом софитов и тихую связь между 2 людьми, разделившей и славу, и горе. И где-то в глубинах серверов неприкосновенного архива лежит файл, который мир никогда не должен был увидеть. Правду, записанную не по замыслу, а по воле судьбы. Ночь, когда камера не выключилась, возможно, стала той ночью, когда маски наконец-то выключились.